вы готовы наконец поговорить по душам? Малецкий! Полагаю, настал тот метр, когда мы отправимся в пансионат вместе. О да, спасение Пита, потеря очков, сломанный ранец, горсть ненависти в сторону Лаи и финальный план, который родился где-то в голове Лолошки. Можете считать, начальство услышало вас. Учитывая теперь наши познания о Лолошке как создателя организации, начальство точно услышало. Напомню, сейчас мы никому не говорим правду про создателя, потому что это наш главный козырь. Козырь, который сначала надо понять, как использовать. Поэтому прости, Малецкий, не скажу даже тебе. Короче, предлагаю не тянуть резину и посмотреть, что будет дальше. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы потеряли очки и послушали штурмовиков. Да, Лолошка поступил очень грамотно. Незаслуженный гнев на себя, сам не вспылив, путем нехитрых предложений он повернул в сторону самой организации и дополнил: ребята, раз уж ко мне прислушиваются, расскажите, что вам не нравится в вашей работе, а я попробую повлиять на начальство. Учитывая, что главное начальство это по сути типа я и есть, сейчас главное не распыляться, а очень аккуратно понять, почему Междумирец в пансионате. Причина же наверняка имеется. Но-но-но, прежде чем что-то узнавать, надо по-любому коллектибл разложить, и начнем мы «Туман смотрящего время». Бам! Красота какая! Итого у нас сколько? 7 из 10? Блин, где-то 3 пропустил, да? Непонятная утка сюда. Интересно, что ты значишь? Ну что, Лолошка, понравилось играть в героя? Это реально первая утка, которая напрямую обращается ко мне. Ладно, допустим. Утка Соня, что ты скажешь? Сладких снов. Блин, это намек на что-то или нет? Что-то мне аж не по себе стало, особенно после вот этой утки. Так, еще у меня собачий ошейник, кошачий ошейник, ошейник неизвестного существа и еще один собачий ошейник. Ого, какая красотень-то, а? Ну-ка, Анна Виктория Розалинда вторая. А, да, я этот ошейник нашел, получается, у Сильви. Кошачий. Тигра. Не понял, ладно. Ошейник неизвестного существа. Ровдан. Непонятно. Каспер. И утка-путешественница. Буквально самая понятная отсылка на Дашу-путешественницу, где написано «Где же жулик?» О, погоди, это номер 100 из 100. О, прикольно. Батюшки, у меня еще, оказывается, собачий ошейник. Да сколько можно? Ну-ка. Анна Виктория Розалинда первая. Ну да, конечно. Я знаю, что для того, чтобы начать данную серию, надо поспать, поэтому не тянем, бам! И... засыпаем. Что? Где это я? Это двор Синклита? Опять сон? Почти. Это не совсем сон. Ты... Нет. Ты. Я? Но кто же еще? В этой истории никого другого нет. Как это? Как это нет? А как же Джодах? Как же Смотрящий, да и другие мои друзья? Эграса, Рая, они... А кто тогда это? Да, это мои друзья. О, правда? Именно, Тогда это... почему ты их всех убил, как убил меня? Что? Это неправда. Я никого не убивал. А кто тогда это? За... Нет. Нет. И так каждый раз, правда? Нет, это неправда. Брось, Лолошка. А что тогда это? Это? Что? Нет, остановись. Оу. Это я остановись? Ну, Лолошка, я ведь ничего не сделал. А теперь смотри, что сделал ты. Лолошка, просыпайся. Ты так с ума сойдешь. Джон? Это что, правда сон? Не совсем. Просыпайся, Лолошка. Что происходит, бляха-муха?
Междумирец намекает, что в каких-то других ветках своих друзей я выбирал убивать? Джон, пожалуйста. А что Джон, Лолошка? Джон тут тоже ни при чем, знаешь ли. Пора, Лолошка. Пора. Что? Пора что? Пора вставать, Ло! Просыпайся! Да, ну наконец-то! У тебя опять кошмары, что ли? О, Малецкий. Встать. О, кошмары? Похоже на то, Малецкий. Только в этот раз они особенно жуткие. Ну не мудрено, учитывая то, что с тобой произошло во дворе. Ты как? Нормально хоть? Могло быть лучше, честно говоря. Понимаю. Кошмары — это тяжело. Эх. Но, Ло, пройдут метры, и вся эта мешанина из стрёмных образов забудется. Правда забудется. Ладно, я верю. А ты чего пришел-то? Есть какие-то новости? Да, если это можно так назвать. Пит вроде пришел в себя, хоть и выглядит как сонная муха. Так, и что он говорит? Да говорит, что вот никак не может вспомнить, кто он такой. Не знает, где находится. Сильно уж хочет выйти из моей кровати, чтобы выяснить это. И, знаешь, на лице у него такое искреннее непонимание, когда ему начинаешь говорить что-то об организации. То есть он, ну, реально не помнит ничего, Ло. Ты представляешь это? Совершенно ничего! Честно говоря, звучит страшно. Блин, да, по-другому и не скажешь. Я по-прежнему не могу смириться с тем, что все мое существование в этом долбанном Синклите пропитано ложью. Ло, ради чего мы все испытываем эти нескончаемые страдания, а? Эй, Кацпер, если тебе нужно... Не, забей, как-нибудь сам переживу. Блин, давай лучше обсудим личность генерального директора. Ты ведь знаешь его, а? Знаешь, кто это? О, блин, опять этот выбор. Слушай, я понял, что обознался. Да, знаю, но тебе лучше о нем не знать. Давайте я объясню, почему я не хочу рассказывать Малецки про генерального директора. Малецки сломленный персонаж. Малецки, вот даже сейчас, буквально вот 2-3 предложения назад, он показывает, насколько он ломается, потому что его вера, она жестко пошатнулась. Вера в эту систему. Не в кого-то, а именно в суть организации. И когда он поймет, что я и есть эта суть, непонятно, как он на это отреагирует. Поэтому я обознался, Малецкий. Знаешь, это не важно. Мне просто показалось, что он похож на моего старого знакомого. Чего? А почему ты тогда сказал, что я его знаю? Да у меня в моменте воспоминания исказились, наверное, вот и... Ай, Ло, опять ты врешь! Ой, я уже начинаю привыкать к тому, что ты такой человек, Ло, но... Врешь ты без конца и края! Ну, у тебя же есть причина опять так поступать со мной, да? Да, есть, Малецкий. Прости, я хотел, чтобы ты узнал сам, но... Раз мы так и не сняли с него маску... Ладно, все, я понял. Как там говорится, всему свое время, да? В общем, Ло, там еще по Синклиту, походу, разговорчики всякие ходят. По крайней мере, в нашем спальном вагоне. Но, думаю, молва расползется дальше. Знатно ты шуму-то наделал. Что? А почему сразу я? Ну, действительно. Ло, ты дал понять, что недовольство в организации можно озвучить. А теперь удивляешься, серьезно? Ой. Ты здесь всего ничего, километров 40. И не можешь себе представить, насколько невыносимо существовать так целую бесконечность. Ну, кстати, да. Убивать, выслеживать, чтобы убить, придумывать, как лучше всего убить, действовать без колебаний и без сомнений. Это все влияет на психику, ломает ее. Так что никакой психотерапевтический вагон уже не помогает. Но, ладно, давай, наверное, не об этом. Лучше пойдем да послушаем, о чем говорят в других вагонах. Оценим обстановочку, как говорится. Блин, Малецкий, если честно, я не думал, что мои слова такой эффект возымеют. Да, ты чё? Им только повод дай. Пойдем. Давай, не отставай. Ладно. Так, слушайте, знаете, что меня больше всего напрягает во всей этой сцене? Опять сон? Ну, почти. Это не совсем сон. Потом у Джона спрашивают: Джон, это сон? Не совсем. То есть, получается, мое воспоминание... Я понял! В момент, пока мы были в Междумирце, то есть, мы же были в его сознании и воспоминании, у нас произошло некое слияние. Мы теперь знаем тоже нечто большее, но вот такими кусочками, фрагментами. Не надо отрицать, что
Лолошка когда-то в какой-то другой ветке действительно кого-то из наших знакомых мог убить. Веток слишком много, чтобы это отрицать. Но почему-то именно наша версия Лолошки заинтересовала и организацию, и, получается, самого себя? Фу, блин, это все так запутанно, это все так странно. Прежде чем телепортироваться, у меня тут 200 тысяч опыта. Наверное, я потрачу на выносливость. Вот так, раз, два, 3, 4, 5. Повышение. О, у меня наконец-то новые доступы в инвентаре. Спустя 50 тысяч серий. Ура! Далее перемещение. О, телепортация заработала. И мне нужен вагон-столовая. Поехали. Ну-ка, надеюсь, это все-таки то место, которое надо. О, Малецкий. Я еще думал про игровой вагон. Садись сюда. Ладно, я понял. Так, куда сесть? А, мы подслушивать сейчас будем. Угу. В столовой обычно больше всего разговоров. За едой обсуждение вести приятнее. Хе-хе-хе. Так что, давай, прислушайся. Блин, ребят, а ведь реально думал, что на самом деле всех все устраивает. И я. Уже много километров назад появилось какое-то чувство неприятное, что меня эксплуатируют попросту. О, да, вот правильно. И что все, что мы делаем, на самом деле не имеет никакого смысла. Кстати, ребят, а вы видели, как Каталона сразу активизировалась? Да, естественно. Тристана же вернули. Да нет, не поэтому. Она тоже участвует в обсуждениях. И других подталкивает говорить о том, что их не устраивает. Уже весь отдел по швам трещит. Интересно, что начальство будет делать с этой волной недовольства? Всех в подвалы же не отправить? Да, кстати, да, не отправить. Да, ну конечно не отправить. Да, всех Куда не они без заткнуть. нас-то? Да. Я, если честно, тоже не замечал до последнего, сколько всего в действиях организации нелогичного. Пойдем еще прогуляемся. А ты хоть говори, куда, бляха-муха, куда? Я что, догадываться должен? Зная Малецкий, это должен быть игровой вагон, поэтому вагон отдыха, телепортируемся. И, пожалуйста, хоть бы... Я отгадал. Окей. Так, куда мы? Что мы? Послушай, пока что говорят. Просто походить рядом? Ты слышал, что новичок выдала? Нет. А что? Говорит, что может повлиять на начальство. Да ну. А зачем? Что? Как это зачем? Чтобы прекратить эту нескончаемую пытку. Я заколебался уже от этой рутины. Мне ни деньги не нужны, ни новые комнаты, ни игрушки. Я жить хочу. По-настоящему хочу. А не убивать этих всех... Ой, да ладно, прекрати. Преувеличиваешь ты, мне кажется. Я ничего не преувеличиваю. Эй, ты! Ой. Ты чего подслушиваешь? Ну? Ой, подожди, так это же ты тот новичок, правда? Про которого все говорят, что он любимчик у начальства. Да. Слушай, это прошу тебя, сделай что-нибудь. Мы уже не можем этого выносить. Ты, бред какой. А ты не веришь, да? Вот так вот, а. Не верит. О, Новое чё это у уведомление. Так, сейчас погоди-ка. Сообщение. Луиза де Саль, совет директоров. Пора. Ой-ой-ой-ой. Почему сообщение фиолетового цвета? Мне это не нравится. Уважаемый агент Лолошка, очень надеюсь, что ваша экскурсия в пансионат прошла плодотворно. И вы готовы, наконец, поговорить по душам. А, то есть все-таки ты знала. Ты называешь это экскурсией? Капец, Луиза, я... ладно, продолжай. Также доношу до вас, что вам выдан временный доступ в вагон директоров. И наша беседа начнется с того миллиметра, как вы дочитаете это сообщение. А, что значит беседа начнется... чё? Малецкий! Агент Лолошка, добро пожаловать. Присаживайтесь, пожалуйста. О, это что такое? Бляха, а где мы? Это... Офигеть! Ладно, я не буду задавать вопросы. Сесть. Что ты скажешь? Агент Лолошка, как вы себя чувствуете? Что? Луиза, вы правда позвали меня за этим? Каково это? Оказаться в собственном кабинете, но при этом совершенно не догадываться об этом. Что? Это... Так вы... Каково мне знать все это, но при этом не вмешиваться? Я не знаю, бляха, ты мне расскажи. Ну ладно, вмешиваться может разве что самую капельку.
Я понимаю, что у нашего директора была великая миссия, Лолошка. За все хорошее и против всего плохого. Чтобы не гибли невинные, чтобы премии были выплачены и чтобы слабых не обижали. Лолошка, какая миссия теперь у вас? Неужели, чтобы эта ужасная организация, бездушная машина, использующая существ как ресурс для какой-то неведомой цели, была наконец уничтожена? Ну же, выкладывайте, агент Лолошка. Что за... Между прочим, Луиза, я к этому близок. Отдел исполнения решений, включая Кацпара Малецки, очень недоволен обязанностями. Что смешного? Вы довели своих сотрудников до полного исступления. Они не признавались в этом, Луиза, потому что вы запугали их штрафами и подвалами. Да вы хоть понимаете, что теперь, когда они признались в этом друг другу, когда они... Бла-бла-бла. Черт, когда знают, что они не одни в своих переживаниях, им намного проще не возвращаться к обязанностям. За что мне все это? Это ничего не изменит, агент Лолошка. Кроме того, что все эти существа окажутся без работы. Без работы, а значит без цели и смысла к существованию. Неужели вы не понимаете этого? Зачем лишать обреченных на бесконечное существование существ единственной надежды? Единственной какой надежды? А, вот. И что это за надежда? Пансионат? Серьезно? Чтобы невинные перестали страдать? Что это за надежда? Реально? Пансионат? То есть вы считаете, что обещание вечного покоя и отдыха недостаточная мотивация для измученных своей работой? Все-таки неплохая, согласны? Так зачем лишать их ее? Ну, чтобы невинные перестали страдать. Вообще, кстати, это наша одна из основополагающих целей еще до того, как мы появились в организации. Так что явно не вот это, невинные перестали страдать. Поверьте, агент, невинные не перестанут страдать от этого. Просто к списку страдающих прибавятся все сотрудники нашей организации. Если вы хотите что-то сказать про стирание веток, то при стирании невинные существа не страдают. И мне нечего ответить? Ладно. Или, может, вы правда думаете, что те, кто может пережить концентрированное время, ни в чем не повинны? Да бросьте, Лолошка. Неужели вы думаете, что будь у меня какой-то более гуманный вариант, я бы не прибегла к нему? Я не знаю. О, вот оно. Честность, агент. Это то, что я ценила в вас с момента, как здесь оказалась. Оказалось? То есть, как я здесь оказался? Конечно, нет. Я сказала правильно. Постойте-ка, агент. А вы разве не встретили директора в пансионате? Встретил. О, хорошо. А то, знаете, я подумала, мы сейчас говорим на разных языках. Да, Лолошка, вы, то есть он, всегда был честен и добр. И добр? Именно, ко всем нам. Даже к самым низкоуровневым сотрудникам он относился с добротой и... пониманием. Он был всегда бодр, мог сказать всего несколько слов, а боевой дух всей команды просто взлетал. Он был не просто директором, Лолошка, а настоящим лидером нашей команды. Не было никого, кто не был бы очарован его харизмой и позитивом. Знаете, мне кажется, я была единственной, кто мог разглядеть за этим напускным жизнелюбием настоящую, неутолимую боль. Грусть, которую я не встречала никогда за все время моей привязанной жизни. С самого основания он скромно называл организацию своим маленьким проектом. То есть, вы помните основание организации? Конечно, Лолошка. Я была первой сотрудницей. Что? Первой сотрудницей? Да, ведь должен же кто-то быть первым. А что такого? Обалдеть. А вот это... Вот это реально information. Почему вы? И вы его не остановили? Луиза, мне просто интересно, что может заставить человека так долго верить в организацию? Вот это хороший вопрос. Долго? Это сколько? Да и про человека, агент Лолошка, вы не угадали.
В большинстве существующих мультивселенной культур меня бы окрестили дьяволом. О как, дьяволом. Наверное, вам интересно, почему именно меня он выбрал на эту почетную роль, да? Потому что я просто обожаю дисциплину и бюрократию. А еще, потому что на меня не действует концентрированное время. Совсем. Вот это прекрасное тело производит обманчивое впечатление, Лолошка. Но. Позвольте вам не демонстрировать свой истинный облик. Это опасно для Синклита. В общем, мы отвлеклись от темы. Вы, кажется, пришли за ответами, верно? Пипец. Кто ты, блин, такая? То есть, да. И вы до сих пор не задали ни одного вопроса. Ах, Ну так, может быть, ты сама знаешь, что рассказать? прошу за мной, агент. Агент? Зачем все эти формальности, Луиза? О, потому что я все еще исполнительный директор, а вы все еще сержант. И мы все еще в организации. Да уж. Но мне очень хочется верить, что после этой беседы положение дел изменится. Пойдемте. Бляха-муха, как прикольно. Это, агент Лолошка, то, во что превратился совет директоров после его ухода. Да, я знаю, я помню. Вы же проводили экскурсию. О, и, к сожалению, вам не понять. Вы не видели, какими они были до ухода генерального. Раньше именно генеральный директор направлял нашу работу. У него был алгоритм, неизвестный никому из нас, благодаря которому он решал, какая ветка должна быть уничтожена, и именно его решение запускало всю машину организации. Кто будет отвязан, а кто уничтожен. Это интересно, то есть все решал один человек? Ну то есть, я сам решал, какую ветку уничтожить? На каком-то далеком километре я решила спросить его, в чем его цель. Я не рассчитывала на ответ, он никогда о таком не распространялся. Но в тот раз он впервые снял маску и больше никогда этого не делал. В тот раз он сказал мне: Луиза, я хочу спасти всех. Тогда-то я и поняла. Догадалась, что он пытается сделать. Он пытался найти, нет, даже создать идеальную ветку. Но критерии идеальности были ясны только ему. Много циклов я провела за тем, чтобы понять этот алгоритм. Но я так и не поняла. Его гений был абсолютным. Но зато я ответила на один из вопросов, когда встретила вас, агент. Какой? Что за вопрос? Ветки. Ветки он создавал сам. Точно так же, как это сделали вы. Я? Ну не я же настолько не хотела верить в то, что смогу убить Вальдхара, чтобы сбежать от своего решения в другую ветку. Что? Сбежать? Но Что я... такое? Вы действительно удивлены? Или уже давно все поняли и опять жалеете себя? Я... Черт. Вы, агент. Да, вы правы, Луиза. О, вот и отлично. Тогда вы, наверное, уже и остальное поняли. Да, Луиза. И если я правильно понял, то организация, правда, должна быть уничтожена. Что? Почему вы сейчас говорите это, агент Лолошка? Из ваших слов я понял, что с уходом генерального директора у организации исчезла цель. Исчез идеальный алгоритм, благодаря которому принималось решение об уничтожении ветки. Да, к сожалению, так и есть. Нам приходится стирать случайные, а решение принимаю я. Никто из остальных директоров оказался не готов взять на себя этот этический вопрос. Они не смогли принять бесполезность своей работы и загрузили себя текущими задачами, операционной деятельностью так, чтобы у них не оставалось ни миллиметра на рефлексию. Сейчас их основная задача в том, чтобы правильно организовывать ротацию сотрудников. Что? Ротацию? О, агент Лолошка, ну неужели вы не догадались? Не совсем, Луиза. По-вашему, откуда вербуются новые сотрудники?
А, так вы об этом. Об этом. Да. Пансионат переполнен, и нужно грамотно организовывать возвращение. При этом так, чтобы никто не помнил вернувшихся. Чтобы не было паники, и чтобы продолжать работу. Длинные-длинные циклы, ожидая его возвращения. О, а вот теперь скажите мне, Луиза, почему он ушел? Почему ушел генеральный? И вот этого я не знаю. Никто не знает, агент Лолошка. А, ну да, ну она в целом это говорила уже когда-то. Однажды я зашла к нему, а его там не было. Была лишь записка. Луиза, я ошибался. Они не погибли. Мне нужно уйти. Луиза, если он справится, он придет в конец времени, чтобы найти меня. Я оставил ему птицу. Не переживай за меня. Продолжайте работу. Оставил... О, гусыня. И вот с того метра я ждала того, кто придет в конец времени, пока на километре 13 Е традиции 4 мне доложили, что зонд считал новый жизненный показатель в самом конце времени в одной из уничтоженных веток. Моему счастью просто не было предела, агент. Ровно как не было предела и ужасу, когда я увидела, кто это был. Я понял. Это был я, но... Вы, вероятно, подумали, что это был Тадмавриэль, правильно? Именно. У меня нет объяснения, как ваше появление после конца времени не стало парадоксом. Вероятнее всего, оно было прописано в этой ветке вместе с ее уничтожением. Но у нас нет архивных данных о событиях после конца времени. Как бы это объяснить проще? Нет, не надо. Я и сам понял, Луиза. Пока время течет, можно отслеживать события. А в концентрированном времени отслеживать события нельзя. Ну это если сильно упрощать, да. Доклад агента Малецки, что вы и Тадмавриэль, вероятно, разные фигуры, заставили надеяться меня. Но нет, он не вернулся. Вы не он, Лолошка. Вы Тот, кто им не стал. Да, значит, я была права. В чем? Я провела небольшое научное исследование некоторого количества веток. Очень большого количества веток. Ни в одной из них не было Лолошки, похожего на него. Так вот почему я... Вы единственный Лолошка, который смог оказаться в ветке после ее конца. И да, устранение гусыни стало завершающим тестом. Именно о вас говорил генеральный директор в своей записке, Лолошка. Но... мы отвлеклись от темы, агент. И вот с того самого километра, когда генеральный директор оставил нас, мы следуем его заветам, продолжаем работу. Дот, Порко, Корнет и Дасти нашли себя в операционке. Расчеты и бюрократия не дают им задуматься о том, что их работа бесполезна. Моим же смыслом стало дождаться вас. Но зачем, Луиза? Почему просто не прекратить всю эту деятельность? И куда бы вы отправили всех сотрудников, агент? Места в пансионате на всех не хватит. В мертвых ветках все будут страдать, как только привяжутся обратно. А отправлять их в живые значит уничтожить реальность глобальным парадоксом. Да, мы действительно выдумали цель для всех сотрудников. Выдумали легенду, что ветки должны уничтожаться. Что это естественный ход вещей. И ваша подруга Каталонос, узнав, что это выдумка, захотела выяснить, почему мы врем. Агент Каталонос мне больше не подруга. О, вот как. Это хорошо. Бюрократия не любит тесных эмоциональных связей между сотрудниками. А вообще, агент Лолошка, полагаю, настал тот метр, когда мы отправимся в пансионат вместе. Что? Но... зачем? Чтобы мое длительное ожидание не оказалось бессмысленным. Но... Ой! Что ты делаешь? Что? Пора, Лолошка. Что вы делаете? Стойте! Вот так вот. Кажется, пришла пора поговорить с абсолютным Лолошкой.